Всем привет. Продолжаем играть в This is the полыс. Изображать из себя крутого шефа полицейского отделения, при этом пытаться не загреметь в тюрьму и не получить пулю от какой-нибудь очередной гангстерской семьи. Так, ну что, у меня как бы очень радостная лично для меня новость. Ни по одной из этих композиций, которая в первой серии была, не предъявили никаких претензий в плане авторских прав. Поэтому, собственно, можно спокойно врубать, я так понимаю, то, что здесь есть в саундтреке, и играть под атмосферненькую такую музычку. Потому что играть в эту игрушку без той музыки, которая у нее включена в саундтрек, оно как бы это терять, ну, достаточно немаленькую часть впечатлений. Поэтому, собственно, продолжаем сюжеточку. Есть у меня, конечно, сомнения по поводу того, что останется ли мой герой на свободе. Буквально. После вот этого вот допроса, который там назначен на 25 июля, среду. Ну что ж. Будем посмотреть, как говорится. Ух ты, и никто даже не отпросился домой. Ну явно уволят. А где поезда? Ну, вот поезд, а что, его еще не купил? Ну, у меня есть ощущение, что вот это вот я как раз купил раньше времени, и мне как раз не хватило этих 250 баксов, чтобы у меня появился компроматик на, простите, ту прокуроршу, которая будет меня допрашивать. Ну ладно, посмотрим, если что. От начала, в принципе, недалеко ушли. Можно будет и заново попробовать. Я-то хочу, если помните, дойти до конца игры, не заработав при этом полмиллиончика наших любимых пушащих зеленых долларов. Поэтому... Поэтому денег мне освобождать-то не надо, конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, смело могу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что так тихо? Ну ладно. Видимо, на этом моя свободная жизнь закончится. Потому что и денег-то, чтобы при помощи граждан Сэндов запугать вот эту вот женщину или кто-то мужчина. Почему-то у меня по памяти там женское имя, фамилия. Вот, у меня тоже нету. Будем посмотреть, что с нами будет далее. Клиент Ассира. Окей. Was on my way to the Mississippi when a gal got on the train. I sat right down beside her and she started to complain.
The conductor caught the action. It was somewhere near St. Joe. I was on my way from Mass to Miss, but they threw me off in Mo. Well, this train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers, no crap shooters or midnight ramblers. This train don't carry no. Да, я вот не помню, откуда у меня при первом прохождении автозак делся. Здание сюда в 8:30? Окей. Where you got on, but I can tell you where you get off. Well, this train don't carry no gamblers. This train don't carry no gamblers. This train don't carry no gamblers, no crap shooters or midnight ramblers. This train don't carry no gamblers. А, вот он откуда у меня автозак взялся. Конечно, дружище. Нехай у нас будет автозак. Его называть, конечно, членом звездной группировки дружище. Было бы несколько неосмотрительно со стороны начальника полицейского участка. Тем не менее. Officer on scene. Looks like we have a situation here. Complete. Вот так. Хорошечно. Автозак, это хорошо. Ну, я остался без 3 полицейских, это плохо. Здание суда. Пожалуй, не будем. Ну его нафиг. Рановато с эндами ссориться, тем более, что дальше там появится возможность под курень их всех извести. Это, конечно, плохо. Надо было все-таки отреагировать. Можно, конечно, сотрудничать. Можно, конечно, сотрудничать с мафией, но нельзя при этом становиться сволочью.
412A completion. Ну, неплохо. Нет, тоже что-то не то, насколько я понимаю. Ну-ка, что тут еще нам пишут? Нин Кхи, преданный помощник Джин Янг, состоит в банде со дня ее основания. Доверяет самую ответственную работу. Ожерелье. Перед продажей особо ценных предметов Нин Кхи всегда хранит их у себя, а за день до продажи привозит в ресторан Vice Dragon, я хрен его знает, как это правильно по-английски. Поскольку на ожерелье уже имелся покупатель, Нин Кхи привез ожерелье ночью того же дня, когда произошло ограбление. Обычно ресторан принимает посетителей круглосуточно, но в день перед важной сделкой его закрывают. Есть ключ от ресторана. Ценный предмет хранятся в сейфе под барной стойкой. Что-то как-то пока я не готов. Так, и еще. Как раз сейчас, возможно, оборвется самая многообещающая карьера полицейского в этом году. In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg.
This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. My morning ritual was plagued by the smell of Vikas Varga's fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vikas was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine.
The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real, the sound of the engine was real, the dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. Дайте ГД. Его привезли к Старкам на ранчо. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack. But not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the $500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster, Maurice Bell, when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow, Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to.
Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Ну, что я могу сказать? Тут ответ как бы однозначный. Можно было, конечно, ради интереса попробовать пройти из-за них, но, честно говоря, панки, наркоманы и придурки, которые нарушают все правила на свете, ну, это совсем излишне. Правила игры нужно соблюдать, чем бы ты ни занимался. Ну, те, которые их начинают сходу сразу же нарушать, ну, они, конечно, могут взлететь достаточно высоко и достаточно быстро, а потом достаточно примерно так же быстро они будут падать, и больно. Вот. Но тут дело даже не в этом. Ну, мне как бы, ну, не симпатичны орды панков, которые там сжигают дома, и это как-то более по-джентльменски, что ли. Старый способ ведения дел. Понятно, что я его знаю только из фильмов. Типа «Крестного отца» и прочих подобных. Но все-таки как-то тяготею я к этому варианту больше. Хотя не исключено, что как-нибудь, возможно, когда мне опять захочется перепройти эту игрушку замечательную, вот, я сделаю это за них. Ну, просто для того, чтобы посмотреть, а как оно. В общем, помогаем Сэнду. Это старое и известное зло. Tell him it's Boyd. Все, вроде никто не отлынивает. Этот действительно устал. Посмотрим, что-то у нас еще в каталоге есть. Кто такой Кузовлев, интересно? Так, на расследование что нужно сделать? Я его уволил, во-первых. Что нужно сделать? Кого-то из А и кого-то из Б назначить, чтобы каждый день это расследование продолжалось. Потому что иначе оно будет идти, продолжаться раз в 2 дня будут какие-то снимки появляться или не появляться.
пока оно одно. Давайте-ка сюда лучшие силы отправим. Лучшие силы. Нас прибережем. Все-таки это массовая драка, а не захват заложников, не ограбление банка. Хотя он у меня может выезжать 2 раза в день. Поэтому, наверное, я это сделал зря. Пусть с ним. Так, спецназу нельзя, да? Давай. Ну, это хорошо. И это тоже радует. Давайте спецназеров туда отправим. Ну и побольше вот этих ребят. Чтобы поднахватались немножко опыта, скорее даже. Итак, для массовочки. Это, скорее всего, фейк. Сейчас все вещдоки будем возить в полицию. Мы же не хотим, чтобы прознали то, что мы забываем налево вещдоки. Это раз. И не хотим заработать полную лута до конца игры, это 2. Кажется. Давай вот так вот. Так, ну что, пока что-то у нас с личным составом тут все достаточно печально и в плане количества, и в плане качества. Дела что-то не решаются совсем. Во. Сейчас они должны решиться. Есть у меня такое ощущение.
Officer on scene. Looks like we have a situation here. Channel 11 complete. Ну вот и все. Нет, не хочу. На следующий день съездим. Так, интересно только, кого назначат, после того, как он будет уволен, кого назначат на должность ведущего детектива. Потому что ехать-то нужно будет с ним. Да, вот было бы неплохо, если была возможность отключать конкретно вот эту заставку. Она меня уже... Она мне еще не в первое прохождение, это ближе к концу прохождения уже начала немножко подзае. А сейчас уж... Ой-ой-ой-ой. Давайте купим все 3 штучки. 31 июля. 31 июля. 31 июля. А дата будет? Муди, 2 офицера и свод. Давайте. Сира. И Берч. И свод. Так, сейчас война группировок началась, поэтому желательно в запасе оставлять поболее полицейских. И зарядик спецназа тоже бы не помешал. Давай, бей туда. Обоих. Так. Сейчас расследование начнется, я ее сниму, переправлю сюда. Потом посмотрим. Расследование надо срочно вот это вот снять, детективов одного вот этого снять. И вот сюда отправить. Ой, Муди освободился. Тогда Муди сюда. А эту дамочку сюда.
их тоже надо качать. Они, насколько я помню, в течение таких заданий они никак не меняют More testing in свой progress. навык. Ненавижу жирных людей. Парам-пам-пам, парам-пам-пам, парам-пам-пам. Что ж делать-то? Так, я уже запел своим диким голосом какую-то фигню, поэтому надо какую-нибудь композицию поставить случайно. И нехай она играет. Так, и здесь у нас расследование началось. Темный автомобиль высочил из-за угла, понимая, что с сильным грохотом заехав на бордюр, затем вернулся на дорогу и, не сбавляя скорости, сбил жертву. Высочил из-за угла. Это зацепка. Незадолго до аварии выгнал из бара двух очень пьяных мужчин, которые начали драку с постояльцами. Несколько дней назад папа поругался на работе с двумя молодыми людьми, которые вызывающе велись из библиотеки. Белые два не дошло до драки, уходя они угрожали. Хопкинс. Юджин Хопкинс. В машине рассмотрел двух человек, видел их мимолетно, но у мужчины, сидевшего рядом с водителем, была борода. Климак накануне жаловался, что его преследует. Он парня, похоже, стоит на того, с кем поругался в библиотеке. Так вот, библиотека-то, оказывается, не самое спокойное место в городе. More testing. Так, кого-то убили. Нет? Beats Lulu too when she's back in town. Now she can shimmy like Sister Kate. She's a dancing queen, Плохо. fit for a king. Swing sweet ginger green. Так, я не понял, только почему у меня... А, нет, всё нормально у меня. А, это... Сватовцы пропали, я понял. Мне иногда нужно надо дых-тых. Дых-тых-тых. Можете как-то уволить? Ну ладно, не буду. Night testing in progress. Без спецназа, ребятки, сами пробуйте, что уж поделать, вам за это денежку платят, да. Хотя, судя по тому, какой размер оплаты труда нашему герою приходит раз в неделю, это... Swing sweet ginger, swing sweet ginger green. Night testing complete. Ну ладно. 311A in progress. Неплохо, неплохо, как сказал бы капитан Смоллет. Драка бомжей, это всегда так весело. Сегодня длинный день, 2 композиции прошли, он никак не закончится.
Обычно Джим Янг притворяется обычной посетительницей ресторана, заранее призывает покупателей с каким столиком искать. За границей кто предпочитает передвигаться без охраны личного водителя, чтобы привлекать внимание. Плата, полная предоплата никогда не является вечными. Это было просто. На задержание я тоже не отправлю без СОТа, их без спецназа. Поэтому сори. Будем ждать 2 дня. Даже видно, как, ну что вот это вот. Вот это вот что. И тут достаточно серьезный джентльмен. Зачем все это затеяли? Понимаешь, беспокойствие нарушают. Да, с этим лучше отпускать, а то они имеют обычай разбиваться. Хотя, нет. Заменим бабульку. Ну что там? 21 июля будет 31 июля, да? В зоне доступа. 10 дней еще. Долго ждать. Так, что тут? Телевизор что-то у меня разорвался. Ну ладно, подождем до завтра. Коллектив поедет. Наверное, не успеют вернуться, знаете? Смотрите. Ладно, бабульку можно, конечно, и посочувствовать, и оставить пока. Бухать нефиг, никому не работает. В таком состоянии. Для этого как раз подойдет. Будет петь. Бухнула, что теперь, давай. Спой как-нибудь красиво.
11 in progress. Так, ну вот. Так я и думал, почему-то. Блин, засада. Еще и сюда надо отправить. Ладно, я это сделаю. А вот на это времени уже не хватит. Это еще что? Давай. Что-то спать, что пора уже. Ну ладно, хоть так. Да елки-палки, что ж происходит такое, а? Тут один, тут три. 4, двоих можно туда отправить. Все, нет у меня больше никого. Хорошо. Да, а вот сегодня спецназ ни разу не понадобился. Обыдно, да? Не потирну. Примеша своего хочет протолкнуть на место нашего героя. Завтра дочитаешь. Так, ну что, вообще, лови лычечку. Давайте что-нибудь случайненько вот этого, например. Случайненько выберем. А это уже было. Ну ладно, будет еще. Ничего страшного. Половина штата женщина. Вы это в своем уме?
нет, 21, всё правильно. 3 баб нанять, их 3 мужиков при этом уволить. Да, это вы хорошо придумали. Берча-младшего можно уволить. Причем, нет, не младшего, старшего. Кстати, сейчас этим займемся. Я вижу, что туда у нас офицер есть женщина. Патриция Андерсон есть. Еще 2 баб мы наймем на это. Но этого будет мало. Ну ладно. По крайней мере, можно будет постараться это сделать. Что у нас тут? Поехали. Красную маску задерживать. Scan in progress. Что тут у нас? Это фейк. Ну это явно фейк. Где-нибудь по двери на 1-м этаже. Поспешите. Да это какой-нибудь там, я не знаю. И енот забрался. О, отлично. Простите. Все, вот так уже лучше. We've got a situation here. In progress. Ну ладно. Хотя это было на тоненького, я бы сказал. Что здесь у нас? Ух ты. А, это я понял. Это та самая фигня, на которую ехать совсем не обязательно. А здесь что у нас? Давайте 2 для начала. Потом эти граждане должны вернуться. Понятно. Ну я так и говорил, что так оно и будет. Давайте Бизли туда отправим. Бизли. Добыча кокаин. Кокаинум! Какие ваши доказательства? Кокаинум! В участке употребим. Что добро-то продавать? Берч сюда хочет съездить, я знаю. Перед увольнением в ресторан сходит. И Йоргенсен, наверное.
This train don't carry no gamblers. This train. Я хожу на воскресную службу вот уже 36 лет. Но подобное безобразие видела впервые. Какой-то сумасшедший юноша въехал на мотоцикле прямо через двери Божьего храма и начал бегать вокруг, крича разные богохульства. А еще он посмел поднять руку на святого отца Нуниса. Куда катится наша молодежь? Наркоманы, проститутки. Мистер Нунис. Так, все произошло так быстро, парень уехал прямо в одну лавок, не раздавив прихожан, а затем стрельнул в исповедальню и бросил в бутылку. Подбежал ко мне, крикнул: дьявол всегда сидит на крыше церкви, и сильно толкнул меня. Пал на пол, сумасшедший заорал: моя рука тверда, я выбью тебя из седла, сатана. Свой шлем в крест, над доктором мчался прочь. Ну, это, видимо, что-то он курит, то явно не Герцеговину Флор. Томас Круз, Клара Мейсон, Джером Нунис, Томас Круз. Я был исповедальным, если случай выжидал, пока отец Нунис закончит проповедь и сможет меня выслушать. Так, много решил на этой неделе, выходя из исповедания, слышал шум от мотора. По мотоциклу раздался громкий мужской крик, выходили на всю ферму, через крыльцо, с меньше нескольких секунд молодой парень косухи распахнул дверь моей кабинки, заорал: я настигну тебя, где бы ты ни был, нечестивый, и бросил внутрь бутылку. Осколки поранил мне лицо. На месте преступления найден шлем черного цвета с белым пятном на затылке. На асфальте возле церкви остались 3 мотоциклетных шинах. Что, на трехколесном приехал? Да, прикольненько. The conductor caught the action. It was somewhere near St. Joe. I was on my way from Mass to Miss, but they threw me off in Mo. Well, this train don't carry no gamblers. This train don't carry no gamblers. This train don't carry no gamblers, no crap shooters or midnight runners. This train don't carry no gamblers. This train. Еще Берч туда отправим. My trip came to an end. I said, miss, on a lonely train like this, a guy could use a friend. Again came the conductor. Again I was cut off. He said, pal, I don't know where you got on, but I can tell you where you get off. Well, this train don't carry no gamblers. This train. I was trying to raise 10 orders for the top spot. This train don't carry no gamblers. This train don't carry no gamblers. No gamblers or midnight ramblers. This train don't carry no gamblers. This train. Так, что там?
Шлем черного цвета с белым пятном на затылке. То есть, ну, видимо, шлем не этот. Но тем не менее. Так, красная мафынку. Нет, что-то не так. Темный автомобиль высочил из-за угла. А, темный автомобиль. Борода есть. Но этих 2 кадров явно не хватает, чтобы заполнить 4 слота для темной мафынка, который высочил из-за угла. Поэтому ждем. Вроде все прошло удачно. Нет, потом можно будет сделать, дайте. Потерпишь. Бухать нефиг было в прошлый раз. Так, ну что там по поводу? О, совсем другое дело. Don't you leave me here. Смена боя, почему это должна быть женщина? Don't you leave me here. Ну, If you была же must go, верный sweet театр. mama, please leave a dime for beer. Rooster crow Супер был. and a hen ran around. Так, смотрим, выпучив She глаза. said if you want Мужиков my раз, два, три, fricassee, 4, you'll have to run Семь. me down. 8, 9, 10, 11, 12. Женщина. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9. 2 мужиков уволить, 2 женщин принять. Просто принять женщину детектива. 12 на 10. 11. Уволить I'm одного мужика, Alabama bound. принять для его места одну Alabama. женщину. I followed you Это round будет 11 на from 10, потом будет 11 на town to 11. town. I'm Наверное. Alabama bound. Don't you leave. Кого б из вас мне, граждане-то, это послать бы пиночком под попочку? Бёрча. Ладно, с этими пока подождем, граждане. Да, но не успел, я не успел. Чуть-чуть. Чуточек. Чуть-чуточек.
Так, секунду, сейчас мне нужно будет отойти. Наслаждайтесь. Расследование не идет. Из-за них тогда вот эти вторые пошли подменные. Опять выбрал. Что я могу сказать? Мэрия может пройти по известному адресу со своими, со всеми этими 50% женщин. Или не может. Ладно, пока не может. Пока. Попробуем мы еще это что-то немножко того. Чуть-чуть потянуть еще. Сейчас я могу сделать даже чисто, блин, технически. Нету детективов женщин. Не могу я их выбрать, чтобы к себе зачислить. Каким образом я должен выполнить? Как это? Как найти и где добыть то, чего на белом свете вообще не может быть? Часто езжу на велосипеде по городу глубокой ночью. Я взял свой тук, чтобы не возвращаться домой. Я сам музей отправился помечать угол здания.
ответственность очень засерился на картину говорю, что там есть самое место, потом смех, картина пойдет в музей. Так что если прям в музей брал картину, чтобы сжечь и поедет практически полностью. Окно мокрое, уже музей на асфальте. Интересный момент. Да, должны бы внутри. Если снаружи кирпич-то бросали. Ладно, я понял. Кокосик прямо это. Как снег зимой сыплется. Вот это вот хочу. Yes, of course. А, Перси. Когда первый раз проходила, в конце концов сделала из него человека. Давайте сейчас сочтем, так сказать, все яйца во всех корзинах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. На, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Фотография 9 на 13. Раз, два, три, 6, 7. 8, 9, 10. Да. Видимо, облажаемся мы с этим заданием.
got a situation here. С расследованием. На следующий остаюсь. Надо нанять третьего детектива. Это то, что мы облажаемся до мэрии. Сдается мне, да, что подход-то вот как раз примерно такой был при ограблении. Во. Так уже лучше. Да что ж не так-то? По-моему, все уже. А, здесь еще нету, да? То есть сначала идет. Черт побери, что ж такое-то? Видимо, что-то там не так. Чего-то не того. Ладно. Продолжим. Так, а банды у нас есть? Банды из Ростова не прибыли во Фрибург. Так, очередной день закончился. Сэнды пока варгов у нас опережают. Чем этих? Чё, крыса? А у этих орел. Нет. Видишь, что удумала. О, появились. Новенькие появились записи. Композиции. Snag It.
надо это. Вот так вот. Что-то у меня нюх в последнее время плохой. Стал на фейке. Слушайте, вы что там? Да и... Что вы все там? С ума посходили, что ли? Да у кого-то антидепрессанты у кого-то кончились, у кого-то, блин. Антидепрессанты, у кого-то депрессанты, у кого-то еще что-то. У всех все вдруг кончилось. Да, неприятно. Перестал распознавать.
здесь, да, здесь два варианта. Либо снаружи это все было сделано, либо изнутри. Я решил понять, потому что изнутри. Подождем еще. А, да, трехколесный мотоцикл, вот он. А, все, понял. Сбили машину бортом. Молодец. Хорошо начал. Ладно, пусть отдыхает. Что же отдыхает и нахрен. В участке ничего у нас там. Помоют за тобой, не переживай. И нехрен глотать ключи от машины, тем более нас. Давай вот эту вот киску. Ладно, и на этом, наверное, закончатся у нас композиции все текущие. И как только кончится этот день, закончится и наш сегодняшний эфир. YouTube эфир. 11 in progress.
я никак не мог, там не было, блин, достаточно количество женщин просто и всё. Я виноват, что ли, в этом? It's 11 complete. Вообще, конечно, вот эти идиотские задания мэрии, типа там, наймите, блин, больше всех черных, наймите 50% женщин, больше всех старых, блин, наймите всех молодых. Клиническая, конечно, хрень. Вот конкретно они меня бесят здесь больше всего. Что такое, потому что за них, блин, приходится перекраивать всё, блин. Нормально сделанное штатное расписание. Мотами крови выстроенное приходится перекраивать, ну, непонятно с какой целью еще. Потом еще огребать из-за этого. Потому что уволил кого-нибудь, не имея на то реальных оснований. Three 11A complete. Хотя, если честно, я старался, я вот, ну, без дрик. Я мог бы нанять нормальных полицейских. А вон еще с Миксоном, блин. Я ушла на ветке, но либо плачет, дверь, врезалась в тележку уборщика, который стоял в коридоре. Я думаю, это дело студента Аарон Джонсон. Раз наблюдал, как он приходил на практику как заторможенный, с красными глазами, и всюду зачем-то таскал свой огромный рюкзак. Не принял в голову, что он мог быть под кайфом. Когда свет вырубился, я был в туалете. Единственное, что я видел, пока видел на унитазе, в туалет зашел уборщик своей тележкой, что-то трамбовывал в мусорном ведре. Потом свет зажегся, я пошел в кабинет главврача, за подписью, но его на месте не было. Да, у меня есть ключи от аптеки, я мою полы, как и везде, но у меня нет доступа к электросчету. Эти хочу строгое начальство. Еще догадка, куда девались мешки для мусора из моей тележки, я нигде не могу их найти. На предпоследнем кадре при отключении электричества снят уборщик, что идет по коридору, и тележка стоит возле двери больничной аптеки. Так, сколько тебе надо? Двоих. Этих двух возьми. Может, хоть кто-нибудь из них, блин, решит у тебя остаться. Найму нормального полицейского. Ну, потому что нужно такое... Что бездари всяких нанимать. Давайте. Перди. Перди, ты только громко не перди. Да, к сожалению. 214 in progress. Соберем из всех, так сказать, уровней красной подготовки.
ребят. И отправим их сюда. Это, по-моему, там до конца я так и не дослушал. Оп. И в этот раз, похоже, тоже не успею дослушать. Ладно. Ничего страшного. Дослушаю из принципа. Officer on scene. Looks like we have a situation here. Что у нас тут? Я так и думал. Что за охранник? Композицию дослушиваем до конца и, собственно, это заканчиваем сегодняшний сеанс игры, одновременной игры «Отсутствует, полис». О, в принципе, игрушка, как я уже говорил, хорошая. Но я прошел первый раз, я не думал, что мне захочется снова пройти. В принципе, потому что геймплей, он хотя и такой достаточно интересный, но все равно, если в него очень долго и упорно играть, так скажем, беспрерывно, то он начинает надоедать. Вот. Ну и плюс там под конец хотелось побыстрее сделать то, побыстрее сделать все. Меня там выбешивали парочка моментов, когда непонятно почему посылаешь лучших офицеров на задержание преступника с ведущим детективами и сватовцами, и он при этом сбегает, и это ломает всю, как бы, все подходы к тому, чтобы вскрыть банду. Вот. В общем, вот такие вот некоторые моменты они подбешивали. Вот, видите, прошло некоторое время, и захотел я в нее снова сыграть. Не то чтобы сам, а просто под запись показать, что за игрушка есть. Какая она, в принципе, она достойна внимания. Когда я за первый раз закончил прохождение этой игры, я думал, что не буду записывать еще раз, мучиться, проходить ее, просто чтобы показать, что вот у меня есть
я прикупил вторую часть и думал, сразу начну стримить вторую часть. Ну, что-то вот решил я все-таки и первую перепройти второй раз. Тем более идейка появилась, как можно попытаться изменить финал. Хотя люди, которые копались в ходе программы, говорят, что ну там один финал, по большому счету. Что бы ты там не пытался делать, финал, если пройти как бы полностью, будет один. А закончить досрочно можно. Либо в тюрьме, либо с пулей от снайпера в башке. Ну вот как-то так. Ну, собственно, композиция заканчивается. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Хотя смотрели, по-моему, никто не смотрел, да? Ну, мало ли. Всем спасибо, кто посмотрит. Всем пока. Такие дела.